Убуд – это культурная и духовная столица Бали, известная художественными галереями, ремесленными мастерскими, йога-центрами и традиционными танцевальными представлениями. Убуд привлекает туристов спокойной атмосферой и живописными пейзажами. Сюда приезжают посмотреть лес обезьян, прогуляться по рисовым террасам, прикоснуться к балийской культуре и просто расслабиться. Но обо всем по порядку. В самом центре Убуда расположен священный лес обезьян, природный заповедник и главная достопримечательность этого места. Заповедник занимает 12,5 гектаров и является домом для более чем 1200 длиннохвостых макак. Они свободно перемещаются по территории и совершенно не боятся людей. При желании обезьян можно покормить, но скорее всего они очень быстро выхватят еду из рук. На территории леса расположено несколько специальных платформ, где можно наблюдать за кормлением животных. Иногда обезьяны могут проявить любопытство и настойчивость, особенно в отношении еды и личных вещей. Все ценные вещи нужно оставить в шкафчике при входе. На территории заповедника находятся 3 древних индуистских храма, датируемых XIV веком. Храмы имеют большое культурное и духовное значение для местных жителей и часто используются для проведения религиозных обрядов. Особое внимание привлекает священное дерево Бодхи, которое считается символом просветления и духовного роста. На открытой сцене можно посмотреть традиционные балийские представления, включающие танцы, музыку и театрализованные постановки. Рисовые террасы – визитная карточка Бали, привлекающая туристов живописными пейзажами и культурной значимостью. Террасы расположены на склонах холмов, создавая многоуровневую систему для выращивания риса. Каждая ступень тщательно выровнена и укреплена, чтобы удерживать воды и предотвращать эрозию. Особенность террас заключается в использовании древней ирригационной системы Субак, признанной ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Субак представляет собой сложную сеть каналов и водоемов, которые распределяют воду по всем уровням, обеспечивая равномерное орошение и плодородие земли. Эта система была разработана балийскими фермерами и существует на протяжении веков. Самыми популярными у туристов считаются террасы Tegallalang. Здесь есть несколько входов, отличающихся по стоимости. Если по главной улице проехать мимо кафе до указателя на викторианскую кухню, то можно спуститься к террасам, оставив небольшое пожертвование на свое усмотрение. В качестве ориентира на Google карте надо указать название Terrace. Здесь же рядом с кафе есть парковка для мопедов. Чтобы пройти вокруг всей террасы, понадобится примерно 2 часа. Кроме прогулки, здесь также можно прокатиться на качелях, пообедать или попить кофе с невероятным видом, устроить фотосессию или провести время в бассейне. Водный храм Tirta Empul является одним из самых священных мест на острове. Храм основан в 962 году и известен священными источниками, которые по легенде обладают целебными свойствами. Вода из этих источников используется для ритуалов очищения и омовения, привлекая множество верующих и туристов каждый день. Архитектура храма включает несколько бассейнов, павильонов и алтарей. В этом храме можно наблюдать и участвовать в ритуале милукат, очищающем омовении, проводимом в специально оборудованных бассейнах.
Каждый источник имеет свое значение и последовательность использования. Посетители проходят через все источники, окунаясь в воду и произнося молитвы, надеясь на физическое и духовное очищение. Для участия в обряде требуется дресс-код. Для женщин нужна закрытая одежда, футболка или кофта с закрытыми плечами и саронг или юбка. Для мужчин закрытый низ, длинные шорты, саронг или штаны. Саронг можно арендовать при входе. На территории храмового комплекса также есть живописный бассейн с карпами, которых можно покормить. Еще одно довольно популярное место на Бали – это посещение кофейной фермы. Их довольно много на острове, можно ориентироваться по отзывам на Google карте. Ознакомительная экскурсия начинается с прогулки по фруктовому саду. Гид на английском языке показывает и рассказывает, как растут местные культуры, например, какао, мангостин, ваниль, корица, гвоздика и другие специи. So in here, in the garden here, they have the ginger. We have two kind of ginger. They have red and the yellow. Red yellow is very small, the ginger. This is red is more bigger one. So this is the ginger. I call galanga. It's very more bigger the tree. It's more bigger the root. They have the yellow, very small the ginger. And this is small. We have the flower. They have the ginger also. So this is we have the ginger. This is we just they have the ground from the root. I will the ground from the root. This is ginger. I am making for specey. Затем посетители узнают о процессе ферментации, сбора и обработки кофейных зерен. Особый интерес представляет знаменитый кофе лювак, самый дорогой кофе в мире. Особенностью кофе является процесс его изготовления. Сначала мусанги или же малайские пальмовые куницы поедают спелые плоды кофейного дерева и переваривают окружающую кофейные зерна мякоть. Затем зерна проходят через пищеварительную систему мусангов, которые затем собираются людьми, моются и сушатся на солнце. Считается, что мусанги выбирают только самые спелые и вкусные кофейные ягоды. Это может влиять на уменьшение горечи конечного продукта. С самими творцами необычного кофе можно познакомиться здесь же на ферме. В завершении экскурсиям посетителям предлагается дегустация местных чаев и кофе. Посещение фермы с экскурсией и дегустация напитков бесплатны. Но это довольно условное понятие, так как сразу после дегустации гид провожает в местный магазин и настойчиво рекомендует что-нибудь купить. Самое обидное, что чай, который вам предлагали на дегустации, сильно отличается от того, что вы купите в магазине. Для дегустации приносят настоящий чай, а в магазине продают уже сильно разбавленный. Кофе лювак тоже можно попробовать, но за отдельную плату. Покупать его лучше в обычных магазинах, а не на ферме. Так будет дешевле и надежнее. Индонезия – страна вулканов, и часть из них расположена на острове Бали. Пожалуй, самым популярным у туристов является вулкан Батур. Сюда принято подниматься ночью, чтобы встретить рассвет и полюбоваться панорамными видами на остров, озеро и окружающие пейзажи. В путешествии по Индонезии мы запланировали подъемы на 2 других вулкана на острове Ява. Про них я уже выложила 2 выпуска на канале. Поэтому на Батур мы подниматься не стали, но решили познакомиться с ним со стороны. Сама поездка на мопеде в эти окрестности уже стала приключением. Дорога невероятно красивая и открывает порой захватывающие виды. В панорамной площадке открывается вид на действующий вулкан Батур. Он окружен обширной кальдерой, образовавшейся в результате мощных извершений в древности. Внутри кальдеры находится живописное озеро Батур, одно из крупнейших кратерных озер в мире. На берегу озера Батур расположен храм Улун Дану Батур. Он посвящен богине воды Деви Дану, повелительнице водной стихии. Храм расположен в водосборном районе, поэтому в 2012 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть системы Субак.
Помимо религиозной, храм также играет хозяйственную роль, являясь местом для сбора общины и проведения собраний. Здесь местные жители обсуждают вопросы, связанные с распределением воды для посадки риса. Так, любой человек может попросить, чтобы для его поля выделили больше воды. Все решения принимаются коллективно. Это основные локации, но перемещаясь между ними, вы наверняка увидите еще массу красивых пейзажей и водопадов. Бали богат на интересные достопримечательности и необычные места.